Капсда. Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как мы работали на логистическом складе, как мы выполняли 2 приямка, зачем мы вообще это делали, что это за задача, насколько это весело, если это случайно снять в slow motion. Итак, друзья, в чем задача? Есть склад с шоколадными конфетами. Он удален от Киева на, пусть будет 150 километров. На нем есть железная дорога, как вариант подъезда для выгрузки товаров. Эти товары выгружаются на рампу, но есть несоответствие высоты рампы и высоты вагона. Насколько мне известно, заказчик имеет некие проблемы с переездом вот этого перепадика такого, неровности между рампой и вагоном. То есть они вынуждены укладывать какие-то листы металла, по ним ездить роклой, но это бред. Поэтому они решили переделать 2 рампы, посмотреть, как это все будет происходить в случае с новым подъемником, который будет подниматься и опускаться, и принять решение, нужно ли им переделывать еще 6 таких рамп. Почему наша работа зачастую серийна? Потому что когда заказчик ставит нам задачу, после этого он очень часто хочет это повторить, масштабировать. В реальной жизни никто не переделывает одновременно 8 рамп для того, чтобы провести эксперимент. По поводу выклеивания, подготовки к выполнению работ. Абсолютно стандартным является то, что заказчик, когда нашу работу заказывает, он очень часто не представляет объема выливаемой воды при этом и уровня пыли. То есть сказать, что заказчик не подготовился к нам, да, мы можем это сказать, но очень часто, даже если заказчик идеально готовится, все равно происходят какие-то нештатные ситуации, там порывы ветра, когда эта ограждающая конструкция где-то раскрывается частично или полностью, и при этом все равно нам приходится ее поправлять. Кстати, ребята, коллеги, напишите, как часто вы занимаетесь вот этими работами подготовительными. Вот если вы приехали на объект, к которому ехать 2 часа, и объект к выполнению вашей работы не готов. Готовы ли вы становиться и выклеивать это все для ускорения выполнения данного вида задач? По поводу инструмента. По отбойным молоткам используем 2 типа на таких задачах, TE3000, TE1500. Решают они задачу идеально. Почему 2 этих типа? Можно использовать там 2-3 трешки, можно. Но иногда эта трешка застреет, ее проще достать чуть меньшим отбойным молотком. Какой размер нам нужно было вырезать? 2,50 на 2,50. Толщина ориентировочно 20 сантиметров. Какой мы инструмент выбрали для этого? Самый простой вариант — это напольный резак. В нашем случае это либо цедима, либо клон, так называемый, копия этой цедимы. На что я хочу обратить внимание? Что было сложным в этом? Конечно, заказчик пообещал нам заклеить все помещение и подготовить это все, и наша задача была только вырезать. Но как происходит в реальной жизни? В реальной жизни мы проходили инструктаж по технике безопасности, и это нормально. Мы проходили подклейку после заказчика, потому что тот вариант, как выклеили они, пыль летела, вода летела прямо в помещение, в действующий склад, и это не подошло бы никому. Ощутимая часть времени была потрачена на то, чтобы обезопасить склад от попадания влаги и пыли вследствие нашей работы. Тем не менее, ребята с этой задачей справились. После этого приступили к полноценной резке и разбиванию приямка. В первый день был вырезан первый проем, и его практически выбили ребята. Во второй день работа была закончена чуть быстрее, за счет того, что не было уже инструктажа по технике безопасности, не было игр с выклеиванием вот этой конструкции ограждающей, и нужно было просто выполнить аналогичную работу к предыдущему дню. В общей сложности на выполнение данной задачи у нас ушло 2 неполных дня. Скоростью я доволен. Можно ли было выполнить эту задачу за день? Наверное, можно было, но нужно было тогда не проходить технику безопасности, не заниматься поклейкой ограждающей конструкции, просто приезжать и работать с самого утра до позднего вечера.
Заказчик нашей работы остался доволен. Договоренность о том, что если заказчик заказчика установит подъемные механизмы, откатает эту схему и останется удовлетворен ее результатами с этим новым подъемником, то будет заказано еще 6 таких вырезаний. Нас это устраивает, мы ждем продолжения. Если вам интересен формат этого видео, подписываемся на наш канал, ставим лайк, включаем колокольчик. Благодарю за просмотр. Пока.